войска вели бои в районе Воронежа, а также в районе Цимлянска. После упорных боев наши войска ставили города Мы летели уже третьи сутки. Летели с юга, в Заполярье. Было мне тогда 17 лет и 2 месяца. Вот он я. Я человек в экипаже самый последний. Моторяга. Наземный персонал, подай, прими. Потому и место мое самое почетное. Куда летим? Дикие места. Вот уж точно широка страна моя родная. Третьи сутки все, давай, не задерживайся. А куда не задерживайся? Как ты там, Тимофей? Порядок, товарищ майор! Товарищ майор! А как эта местность называется? Где летим? А никак не называется. Хочешь, в твою честь назовем землей Морозова Тимофея? Ха, это можно! Ничего, потерпи, потерпи. Скоро Вайга-Губа. Слыхал про такую? Самый северный аэродром на всем фронте. Места тут тихие. Товарищ полковник, а? 7-й пошел на посадку. Какая посадка? Что, он с ума сошел? В рубашке родился Кабаров. Давай, давай! Быстро! Почему нарушили приказ, садились под бомбы? Кончилось горючее, товарищ генерал. У ведомого тоже? Да, надо принимать. Ты что, ранен? Где? Арбуз проклятый. Сам Новороссийск берег. Эх, угораздило вас. Хотя у нас этот Майн-Либер Августин круглые сутки. Куда же он сядет? Да побьются ребята. Капитан! Слушаю. Ничего не поделаешь, давайте ваших. Да побыстрее. Надо успеть до 2-го налета. Есть. Это что за пехота? Стройбат. Ну, 2-й эшелон. А достается как 1-му. Вчера 2 бомбой накрыло. Хотя тут им еще ничего. Воронки засыпать. А вот прибудут на Усть-Кунгуре, вот там им достанется. Не дай бог.
На, пей. Левее, Гонтарь, левее! Левее, Игорь! Так! Так! Молодец! Ну, товарищ генерал, теперь можно считать, что прибыли. Живы? Живы. А как же? Верно, папаш? А? Домой, домой, родненькие, домой! А ну! Кончили работать! Домой, родненькие, домой! Все! Братнов? Братнов, Послушайте, как вы здесь? домой, домой, родненькие! Пошли! Братнов! Стой! Ночью нас подняли по тревоге. Отсюда, с базы, нас отправляли дальше. Игорь! Гонтарь! Возьми солдата. До завтра! Штурман, не потеряй пассажира, счастливо. Поместитесь вдвоем? Отдохнули. И опять давай, давай. Письма кинуть не успел. Куда же дальше? Уж и вся земля кончилась. Ведь та Вайка-Губа — самый северный аэродром на всем фронте. У черта на куличиках. Оказывается, последняя точка была здесь. Островишко-то куча камней. Братцы, топайте напрямик, а я следом. Штурман, доложь начальству. Куда только война не доберется. То на юг нас, то на север. И там камни, и тут камни. Интересно. А все Россия. Воевать-то тут еще, пожалуй, а вот как жить? Таити. А интересно, сколько отсюда до материка? Тут, брат, все военная тайна. Где мы, зачем мы? И как отсюда взлетать будем, одному Богу известно. Санчес, держи. У вас таких в Испании нет. Скажите, вы это сюда тоже авиатор? Таити. Чайка-то вон по песку пошла. Что? Так, ничего. Заполярье. Родной пейзаж. Привет. Здрасте. С прибытием, товарищи! Полковник Фисюк ждет вас. Налет? Штормовое предупреждение. Товарищ полковник, вновь прибывшие. Потом.
Немедленно штопора! Прибывших крепить! Бегом! Эй, Иван! Давай трос сюда! Давай! Иван! Давай! Трос, говорю! Степа! Хант! Ты! Степа! Игорь! Давай, ребята, тащи! А мы ж тебя похоронили! Давай! Una mañana de niebla salí de la Puebla del Carabiñal. Hube de pasar la ría de Villa García, que es puerto de mar. Una mañana de niebla salí de la Puebla del Carabiñal. Hube de pasar la ría de Villa García, que es puerto de mar. Степа, а ты станцуй шамана. Погрейся. Шаман это разве танец? Шаман это привилегия. Я их тогда никого не знал. Ни этого большого, ни того, который на казах похож, Степана Овчинникова. Знал-то их всего 2 недели, а до сих пор помню. А дождь все шел и шел, только к ночи кончился. Это вот ночь тут такая. А меня прямо из Севастополя. И тоже по тревоге. А зачем? Да тише ты, не шикаси. Ну ладно, лежи, и чтоб не вставать, пока не приду. Верно, дядя Сень? Я, между прочим, не дядя Сеня, дядя Коля. Николай Федорович, Цибулька. Очень приятно. А по званию, между прочим, старшина. Спасибо. Извини за задержку. Столовую водой залило. Стихия. Спасибо. На здоровье. Угу. Это чье хозяйство? Ну и что? Колхингол. Ну и что? Вот заладил. Ну и что, ну и что? Лучших летчиков собрали со всех флотов. А зачем? Построить скажут. Построить скажут. Тебя как зовут? Глебик. Глебик. Я 6 лет летаю, такого еще не было. Чтоб командиров эскадрильи собрали и рядовыми. Тут что-то не так. Верно, Санчес? А ты чего не ешь? Опять схватила? Чертов желудок. Да. Язва шутить не любит. Вам бы, товарищ, хорошо свежего молока. Это помогает. Правильно, папаша. Давай тащи сюда свою буренку. Верно я говорю? Отдохни ты, балаболка. Вас понял. Вот там были бои. Барселона. Франкисты атаковали. У них пушки, танки. У нас нет ничего. Патроны кончились в горы. Целый месяц. Кушать ничего нет. Только наранхас. Апельсины. Вы не смейтесь, товарищ. Вы ели когда-нибудь дикие апельсины? Нет, я не пробовал. Кислые. Вот с тех пор язва. Ты с этим не шути, к врачу зайди. Нет, боюсь, пишут. Товарищ, насчет молока я серьезно. У Вайги у одной старухи коза есть. Бабку, правда, не дай бог, и задорого не отдаст. Но если сложится, можно уговорить. Это можно. Спасибо. Ого! Откуда столько? С материка.
Осколок. Стой! Стой! Ты что? Все живое от них бежит. А ты цирк представлений строил, да? Что здесь происходит? Я спрашиваю, что здесь происходит? Что происходит? Вот что происходит. Все живое от них бежит. А мы Сочи тут нам устроили. 11-й сутки здесь сидим. Мурманск сожгли. Только на следующий день 100 зениток провезли. Зачем так воюем? В нор запрятали, да? В нор запрятали. Отпусти. Кто это? Хант. Красивое имя. Чудак. Это не имя, а нация такая. Хант и Манси. У него батя шаман. Ага. Колдун. Патер, по-вашему. Да бросьте вы, патер. Во, парень. Злой только. ЧП, товарищ полковник. Перестань, ЧП. Люди нервничают. Неизвестность хуже. Оперативный! Товарищ начальник штаба. Что от командующего? Ничего. Кабаров. Прибудет в 23:00. А? Ну? Пойдем. Заносите сюда. Ну, в общем, я туда-сюда, в штаб. Объясняю, это же известный человек, Братнов. Полярный штурман, опытный. У нас в Академии навигацию читал. Дайте его нам. Не можем, говорят. Не в нашей компетенции. Ну, в общем, я его еле выпросил на 2 недели. А знаешь как? Пошел прямо к их капитану, к этому, родненькому. Тот говорит, ну что ж, только чтобы через 2 недели, когда на передовую пойдем, или человек, или документик. Так что вот, Петрович, какого штурмана мы с тобой заимели. А ты как, не возражаешь? Я что? Ты командир. Петрович, мы с тобой не первую войну вместе. В штабе знают наш старый договор. Воздух мой, земля твоя. А если что, то к нам с тобой обоим... Полей мне. По правде, одно меня смущает. Значит, в штабе ВВС о нем ни один человек. Никто. Получается, он у нас вроде как этот поручик Киже будет. Он есть, и его нет. Понимаешь, что нам за это? Так произошло недоразумение. Ты же сам знаешь, сколько в начале войны позбивало наших. Ты поставь себя на его место. Плен, побеги. 5-й раз только добрался до своих. А тут ему, почему вы живы, вот он и врезал по уху. А ты бы сдержался на его месте? Такой вы слышите от своего. И все же разжалованный. Я знаю этого человека. Проявит себя. Восстановит в звании. Сохраним человека. Это мой моторист. Ну, раз уж так, вот что, Тимофей. Да положи ты ящик-то. Ты где устроился? Ну? Тут летные землянки. Закуток, товарищ майор. Ну, вот и хорошо, что закуток. Поселишь Братнова к себе. Так? Ну, давай. Он будет тебе вроде как в помощь. И чтоб ни одна душа. Понял? Понял. Зови его. Есть. Ожидался приезд командующего. Это я почувствовал сразу.
Не скрою от вас особую трудность и сложность задачи. Задача эта необычна. Но и летчики здесь собраны необычные, ювелиры. Командующий не скрыл от нас сложности обстановки. 4 июня у Шпицбергена потоплен союзный караван ПК-17. 24 транспорта, шедшие в наши северные порты, почти весь караван ушел на дно. Немцы обнаглели. Их подводные лодки появляются все чаще на наших арктических коммуникациях. Иные даже перестали погружаться. Несколько транспортов союзного конвоя они расстреляли из орудий. Теперь вы понимаете, товарищи, какая задача легла на наши плечи. В наших руках судьбы караванов, жизни тысяч и тысяч людей. В общем, ясно. Ни одна немецкая подводная лодка не должна уйти от нас. Топить, топить и топить. Они уходили на 8 часов. 2 экипажа. Кабарова и Степана Овчинникова. Штурманом группы пошел в этот полет Братнов. О нем я думал и тогда. И много лет спустя. Почему? Этот человек научил меня не терять мужества. Отстраняться от всего мелкого. Личных неурядиц, обид, когда над Родиной опасность. Уходили мои командиры на 8 часов, а пришли через 6. Вернее, пришел один Кабаров, Степан Овчинников, Степа Хант, как его звали летчики, не вернулся. Нет, ты представляешь, идем курсом 120. И вдруг мессера. Ну хорошо, лежи, потом. Вывалился из облака, нет ведомого. Вызываю, не отвечает. Я на разворот. Спокойнее, майор. Иван, я запрещаю тебе говорить. Мы на обратном пути наткнулись на эту дуру. Кто мог знать, что она немецкая? Подгоняй сюда! Александр Ильич, расскажи, как там все было. Как там было? Да понимаете, шли в тумане, как в муке. Ну, ни черта. Выскочили в разрыв, а она вот, прямо под нами. Матросы на палубе, наш берег рядом. Мы вверх, они как врежут, словно ждали, сволочи. Ну что там? Товарищ полковник, придется в госпиталь. Видимо, кость задета. Так, уважаемый штурман экстра-класса, незаменимый. Лошадь от коровы отличить не можете. И вот извольте. Мало того, что комиссара на прошлой неделе, теперь командира в госпиталь. Как же это случилось? Потеряли Степана. Витька, не брал мою отвертку? Нет. Бурмистров. Чё? Не брал отвертку? Возьми мою. Неужели я оставил ее в машине Овчинникова?
Ведь если она заклинила рули, то значит я. Которая тут старшего лейтенанта Овчинникова койка. Ты понимаешь, что ты натворил? Понимаю. Что ты понимаешь? Если она на развороте попала под рули, то я убил людей. Ты точно помнишь, что оставил отвертку в машине Овчинникова? Не знаю. Тогда при отлете такая запарка была. Искал. Нигде нет. Кабарову, надеюсь, не докладывал? Нет. Иди вспомни все места, где был, и никому. Понял? Понял. Выполняйте. Есть. ЧП, товарищ полковник. Трибунал. Теперь понаедут. Да подожди ты, понаедут. Вот что. Возьмешь 20 мотористов, и чтобы все места, где он был, обшарить. Каждый камень. Хотя подожди. Показывайте, Морозов. Вспомнили? Жить захочет, вспомнить, товарищ полковник. Исключительно разглядять, товарищ полковник. Посмотрите, где они эти грибы собирали. А я тут. Эх ты. А матерь, небось. Пошли. А еще в стрелки радисты просился. Рапорты подавал. Товарищ полковник! Товарищ полковник, санитарный самолет уже в воздухе, а командир не желает эвакуироваться. Всех гонит. Пить хочешь? Иван, ты не заметил? По-моему, на ней был резак. Вспомни. И потом пушки нет, пулеметы и резак. Такие резаки бывают только на малых лодках перепиливать противолодочные сети. Могла это быть малая лодка? А? Карту. Собственно, в этом и дело. Нас обстреляли здесь. Как она могла здесь оказаться? Радиус малютки ограничен? Значит, куда-то сюда. Пришла немецкая плавбаза. Матка подводных лодок. Клушка! От нее-то и бегают лодчонки. Вот, значит,
такая картина. Ясно, товарищи? Ясно, товарищ правильно. полковник. Ну, это понятно, товарищ полковник. Лавбаза. Да. А у меня одно интересно. А почему вы считаете, что она, скорее всего, у новой земли? В глубоком тылу у нас. Так в этом же весь и фокус. Базу выгодно поставить именно здесь. Товарищ полковник, готово. Ага. Готово, товарищи. Так. Все. Пошли, товарищи. Вот ситуация, понимаешь. Такое придумали с командиром, а подписи поставить не можешь. Выше головы не прыгнешь, Иван. Подписывай за двоих. Так, держи. Лично командующему с нарочным выполняйте. Есть. Ну все, командир. Ты что мог, сделал. И даже больше. А теперь лечиться. Я остаюсь, ясно? Немедленно начать подготовку к вылету. Александр Ильич, чтобы с Гонтарем вам повезло больше, чем со мной. Полетел наш план. И все. Как говорится, нет худа без добра. Это уже точно. Идемте. Ты что? Исключительно разгильдяй, товарищ полковник. Что такое? Тьфу, черт. Ведь вот что на себя взял парень, а? Вот ты бы открылся в таком случае. И я бы не в жизнь. А что это? Что это? Секрет. А ну-ка дай 2 наряда этому Т. Морозову, лопуху, хотя нет. Сам задницу надеру, своей властью. Да нет, это проще пареной репы. Да-да, выходят 3 экипажа. Квадраты 12, 14, 16. Точно. Я тебе попозже позвоню. О, Семен Иванович, какими судьбами? Как же мы тебя проглядели, а? А я всегда как из-под земли. Как говорится, про волка речь, а он навстречу. Точно. Тронин. Тронин Никифоров. Каширин. Товарищ Гонтарь. Товарищ техник. Товарищ техник, почему до сих пор не убрали? Быстро. Да, далеко забрались. А ты нас и тут не забываешь. Задание ясно. Ясно. Слет по зеленой. Все свободны, товарищи. Ты к нам надолго? Да вот решил свежим воздухом подышать. Ну, этого добра у нас. Дыши, радуйся. Так значит, подышать, говоришь? Вот перечень вопросов командующего в связи с неудачным вылетом. На них тебе придется ответить. Познакомься. И вот еще что. Савелий Петрович, мне сообщили, что на спецаэродроме ты держишь разжалованную. Ты понимаешь, что ты делаешь? И не возражай. Как адъютант командующего, ты сам понимаешь, я обязан буду доложить ему об этом. Да. Разбирайтесь сами. Полчаса до вылета, а вы... Да. Вот. Это его рук дело. Его отправлять нельзя. Скоро лететь, Александр Ильич. Ты готов? Готов, готов. Противника и
12 вражеских самолетов в районе Мурманска. Старшина второй статьи. Александр Ильич? Да. Свежие хотите? Спасибо. Дневальный Морозов? Нет, не брали. Фонарь спрашивали, летучая мышь, не у нас. Проясняется. Скорей бы уж. Да-да. Дневальный Морозов? Товарищ старший лейтенант, вас. Да? Неужели нельзя спросить об этом в другой раз? Черт бы их побрал. Товарищ майор. Погоди, соедини. Оперативный? Прекратите дергать людей. В летную землянку звонит только о приказе на вылет. Да, Кабаров. Все. Товарищ майор! Врача! Быстро! Доктор! Осторожно, осторожно, осторожно. Дневальный Морозов! Есть. Ну? Братнова. Братнова в штаб. Итак, если это малютка, то как она здесь оказалась? Радиус малютки ограничен. Она не могла прийти сюда ни из Тромсе, ни из Гаммерфеста, даже отсюда не могла. Значит, плавбаза. Допустим. И где же она, полагаете? Вот. Какого лешего они сюда забрались? Какой смысл? Изложил. Так в этом весь и фокус. Мол, кому в голову придет, что ее вывели сюда, во льды? Умный маневр. Ты посмотри сюда. Они работают как против английских караванов, так и против нашего северного морского пути. Одним выстрелом двух зайцев. Но ты не сомневайся, они тут с Кабаровым целую операцию разыграли. За гросс-адмирала Дейница. Правильно разыграли. Значит, выбили по одному яичку, а теперь решили найти и взорвать инкубатор. Это меняет все. Противник осмел по бортам штурма. Давай!
Оставь, пожалуйста, Александр Ильич. Что ты всех выгораживаешь? Я, значит, прав, Фисюк прав, штабист прав, а ты почему-то не полетел. Ну, будет, Игорь, будет. Что значит будет? Да ты ешь, ешь. Что, Санчес, опять прихватило? Глебик? Да. Что же мы? Хотели тогда Санчесу на козу собрать. На козу? Да, верно. А ну-ка. Тимоха, держи. Ты у нас теперь будешь Госбанк. А ну давай, ребята, налетай. Неглебин? На козу! С удовольствием! Есть. 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 Ребята, да тут и на корову потянет. Им-то было хорошо, а я не мог смотреть им в глаза. Ведь они ничего не знали про отвертку. А Фисюк молчал. Кончилось это неожиданно. Генеральный Морозов. Слушаю, товарищ старшина. К полковнику? Не знаете, зачем? Что? Как нашли? Правда нашли? Есть 2 наряда вне очереди с заведения командования в заблуждение. Есть. Бегу. Дядя Саша. Я сейчас, минуточку, подежурьте в случае чего. Я сейчас. После боя попаримся? Агантарь увидел лодку, справа кричит. Тут мы ее и бабахнули. Молодцы. Эх, жаль, командир не дождался. Надо бы в госпиталь сообщить. Победой, братцы! А кто мою мыльницу взял? Держись! Братцы-сенаторы, кончай римские бани. Есть дело. Какое? Тимоху Морозова знаете? Мотарягу. Сегодня произведем стрелки-радисты. Макнем? Заноси! Кто будет Нептуном? Давай ты. Извините, Александр Ильич, отставить. А почему отставить? А ну, дай-ка торжественному посвящению стрелки-радисты побатальонно на одну шайку дистанции остановись. Есть! Вновь посвященному в стрелки-радисты. Ура!
тот день на острове совсем никого не осталось. Все ушли на задание. А он опять не полетел. Как же так? Нет, так нельзя. Они же не знают. Пойду и скажу. Разрешите войти, товарищ полковник? Товарищ полковник. Я так считаю, товарищ полковник. Нельзя не доверять поле тому, кто сеет и жнет. Братнов честный. Ну что ж, хорошо, Морозов, идите. Я подумаю. Товарищ полковник, я обязан доложить вам вот что. Да-да. Я так считаю, товарищ полковник. Нельзя не доверять кому, кто жнет и сеет поле. Что? Ты что там насчет сельского хозяйства? Кто там что жнет? Не насчет хозяйства. Он воевать хочет. Ну? Разрешите идти, товарищ полковник? Да-да. Войдите. Разрешите? Да-да. Ну что же, товарищ полковник, Да. не буду вас отягощать. Так. Выписывайте документы. Какие документы? Какие документы? Да ты что задумал? У тебя еще он целая неделя. Шагреневая кожа. Да. Чего? Распорядитесь оформить бумаги в стройбат. Александр Ильич, я же к тебе всей душой. Ты сам видел. А что делать? Положение. Ты вот сейчас стоишь передо мной, а ведь тебя нет. Ни в одном списке нет. Ты как этот, поручик Киже. Она сейчас во все окуляры. А я не хочу прятаться. Не для этого здесь ведра таскать. В стройбате я такой же, как и все. Да ты садись. Ну, не хотел я тебя обидеть. Слушай, раз так дело складывается, то давай потолкуем. Ну вот что, я дам тебе официальный документ об участии в боевой операции. Буду у командующего, может, удастся уломать. А пока отправляйся вот с этим к Абарову в госпиталь. Он герой, ему легче. Завтра ребята едут в Вайгу. В увольнение по случаю успеха. Поедешь с ними.
Tom, get around. Oh. He want to have your autographs, you see signatures, can he? I've told him about it, sir. Автограф. А я autograph. Вот. Yeah. What's your name, fella? Ага. Он спрашивает, как тебя зовут. Я Тимофей! Тимофей! Тимофей. Коза. Коза. I see. Коза. А тебя-то Дик, Дик. Yeah. Дик. Bye-bye, guys. Счастливого пути. Goodbye. Что с ним? Him? He was bang, bang, chop. А, понятно. Hurry up, boys, hurry up, come on. Гуляет Линдлис. Watch out, buddy. Гуляет, кто жив остался. Они с последнего каравана. Ничего сочинили? Хорошо. Так, порядок. Пускают! Пускают! Пускают. Можно идти. Пошли. Вы к майору Кабарову? А майора Кабарова нет. Приветствую. Да вы не волнуйтесь, товарищи. Майора Кабарова вчера признали транспортабельным и отправили в тыл, так что все хорошо. Гипс. Ну что ж, без бомбежки жить здоровее. Пошли. До свидания. Доктор, это вам. Спасибо. Александр Ильич, Александр Ильич, пошли. Пошли, пошли. До 8:00 нас война не касается. Тимоха, поди проверь козу. В следующий раз. Внимание! Командный состав гремящего громкого на корабли! Где это вас зацепило, товарищ младший лейтенант? На Усть-Кунгуре. Хорошо, что легко отделался.
Внимание! На выход командирам подразделений Фролова, Поповича, Шкарубы расчетом 12-2 и 12-5. Товарищ лейтенант, хотите потанцевать? Да вот, нога. А мы потихонечку на одном месте. Здесь не курят. Можете покурить в фойе. Или на улице. Попрошу выйти. Братнов? Так точно, товарищ капитан. Вот. Явился. Обожди, что так? Ясно. Отходим сразу. Пойдешь со второй партии. Отходим в 3:00 с грузового пирса. Не опаздывай. У вас странное имя. Каля. Я фактически Клава. Понятно. Гляди! Мамочки! Ну что там наверху? А что наверху-то? Война. А до войны вы кем работали? Командиром. Скажете тоже. Смешно. Смешно. А вы тоже летчик, да? Угу. Ах, вы летчики, летчики. А почему все летчики ужасные? Трепачи. Правда. А у вас жена есть? Есть. А я думала, вы скажете нет. Все летчики говорят, что нет. Ах, вы летчики, летчики. Ну ладно, Шура, Шурочка. Вот достал. Мало. Дорога в порт перекрыта. Молодец, наземный персонал. Проходи давай. Давай. Ребят, проситесь. Гуляем, ребят. Давай, Ась, быстренько, ребят, садитесь все, погуляемся. Маловато. Ну, ничего. Ну, раз такое дело,
Внутренняя. Что же ты молчала? А еще комсорг, Дядь Саш, давай. Александр Ильич, садись. Шур, давай, быстренько. Ну садись, что ты? Давайте, передавайте там сало это. Давай, это. Картошечку давай разливать надо, винишко. Ребята. Хлебик, наливай. Давай. Да, давай. Ну давай, ну что? Разрешите мне прежде прочитать вам стих. Когда у меня родился сын, Девчата, кончай ночевать! Все по объектам, срочно! Быстро! братцы, нельзя же добру пропадать. Это нам, а это им оставим. Ну? Soy de Mieres, soy de Mieres, soy de Mieres del camino. Vengo de Villa Viciosa y en Villa Viciosa vivo. Vengo de Villa Viciosa y en Villa Viciosa vivo. Alondito, 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 levántate tempranito, que en el jardín de tus padres ha nacido un arbolito, todo lleno de amapolas. Si lo vieras, qué bonito. Санчес, а такую знаешь? Думаешь, это ли не горе, думаешь, это ли не печаль дать? Думаешь, я не стосковался, думаешь, мне тебя не жаль дать? Думаешь, это ли не горе, думаешь, это ли не печаль дать? Думаешь, я не стосковался, думаешь, мне тебя не жаль дать? Вспомни, милый, то местечко, где сидели ты да я. С той поры болит сердечко. Тимофей, что-то часы у меня барахлят. Бой отказал. Ты у нас мастер. Подчини. Мне тут на минутку надо. Хорошо. Не верую тебе. Твоя совесть, как бумага, расплывется по воде. Я кашу ее, на не котится зеленая трава, да. Я кашу ее, на не косится зеленая трава. Я люблю, а Братнов. ты не любишь, ну и совесть. Дядя Саш! Братнов! Братнов! Дядя Саша!
чем дело? Зачем вызывает командующий? Не знаю, товарищ полковник, извините. По вызову командующего. Еще не прибыл, товарищ полковник. Смирно! Товарищ командующий, поверенный. Ага, прибыли. Вот ведь как все поворачивается, полковник. Я Сокол 1. Следуйте в квадрат 2317. Высота 5 тысяч. Уран 22. Повторяю. Уран 22. Вам добро на выход. Следуйте в квадрат 2317. Высота 5 тысяч. Начальника штаба и начальника разведки ко мне. Есть. Ставка ваш план одобрила. Ваши наблюдения и выводы верны. Разведка их подтвердила. Вы дали недостающее звено. Молодцы. Последнюю метеосводку. Быстро. Есть. А как его фамилия? Ну, чьи наблюдения? Майора Кабарова, товарищ командующий. Майора Кабарова? Можно сказать так. И еще одного, товарищ командующий, Братнова, разжалованного в рядовые. Товарищ командующий, этот человек... Знаю. Разрешите? Да. Нашли Братнова? Так точно. Полковник, операция по уничтожению плавбазы противника начата. Средства обеспечения приведены в боевую готовность. Основной удар наносит ваша группа. Вылет в 4:00. Как идем? Точно по курсу. Истребители сопровождения отваливают. Проводили. Теперь как Христос и в пустыне. И дальше весь путь до цели мы шли в туманах. Мы шли уже 3,5 часа. Мне казалось, этому туману конца не будет. Мы прочесали нужный квадрат. Да что там прочесали? Можно сказать, на животе проползли. Плавбазы не было. Игорь, горючего в обрез, только на обратный путь. Ну, ребята, последний заход. Глядеть в оба! У них горючее на пределе. Приказываю возвращаться. Вижу плавбазу. Передают, вижу плавбазу.
Где? Где она? Я четверка. Цель сзади справа. Дистанция 5. Вижу плавбазу. Охранение 8 единиц. 2 эсминца, 6 СКР, вспомогательные суда. Квадрат 3.15. Передай землю. Значит, плавбазу переводят в другой район. Повезло. Можно сказать, за хвост схватили. Еще не схватили. Не подпустят. Плотность огня. Ну что, Александр Ильич? Да? Атакуем. Стрелок. Передаю открытым текстом. Давай, Тима. Получен приказ возвращаться. Принимаю решение атаковать. Санчес? Да. Глебик? Да. Атакую схода, принимаю огонь на себя. Остальным торпедировать с правого борта. Как поняли, прием. Ну, Александр Ильич, глаза страшат, руки делают. Спокойно, Тимофей. Спокойно. Залп! Попала! В главбазу попала! У Гонтаря загорелся мотор. Наши на развороте! Por España, hijos de puta. Второе попадание в плавбазу. Атака. У Гонтаря загорелся второй мотор. Гонтарь уходит, набирает высоту. Все средства спасения в район боя. Есть. Экипажу покинуть самолет. Штурман! Она не косится, зеленая трава. Я кошу, а она не косит.
Спасательные лодки в квадрат приводнения парашютистов. Есть. Так сколько, говоришь, в госпитале провалялся? 1,5 месяца? Не слыхал, небось, как мы этих сигфридцев долбанули? Плавбазу в перья, а? Он, союзники и прошли. Гляди.